Привет, друзья! Сегодня очень интересное видео. Во-первых, я вам расскажу о тайной комнате. Для меня это открытие. Оказывается, бывает на объекте строительном помещении, в которое просто физически не организован доступ. То есть нет ни окон, ни дверей. Прямо как в сказке. Во-вторых, в этих помещениях бывает спрятана опалубка. Ну а точнее ее там забыли. Ну а точнее не подумали, как ее извлечь после заливки монолитного перекрытия. Началось все со звонка моего заказчика и фразы: «Серый, нам надо вырезать срочно 2 дверей». Заказчика тоже зовут Сергей, а между Сергеями Серым друг друга можно называть легко. Так вот, Серый, надо вырезать 2 дверей. Зачем? Достать опалубку. Какую опалубку? Мы ее там забыли. Ой. Размер дверей 2,20 на метр. Толщина 40 сантиметров, монолит. Резать будем, естественно, на 2 части. Углы будем отсверливать. Во избежание перерезов будем сверлить 200-й коронкой. По теории надо, конечно, диаметр чуть больше, 250, для того, чтобы не лезть потом в этот угол с болгаркой и отбойником. Но, в принципе, так, по бедному 200 тоже подходит. Последовательность резов, кстати, может быть разная, кроме одного момента. Нижний рез горизонтальный не может быть последним, это понятно. То есть можно начинать с 3 горизонтов, потом делать 2 вертикала. Можно начинать там с первого вертикала, потом делать 3 горизонта и еще вертикал. Можно играться по-разному. Поехали! Виталий, а ну в 2 словах скажи, в чому проблема? Продолка надо смещаться на 35 сантиметрах глубины. Ребята приехали, наверное, на 9 или на 10. Начали резку и попали в продолку. И вроде бы они ее и щупали бурами. Но на глубине 40 сантиметров, а точнее с толщиной стены 40 сантиметров, бывают всякие чудеса. И когда вы буром щупаете первые 20 сантиметров, вы не попадаете в продольную арматуру. Но это абсолютно не мешает диску прорезать на 35 сантиметров и ее зацепить. И вот тут вопрос такой, что стенорезная машина DST-10E, она может эту продолку распускать часами на такой глубине. Все это, понятно, зависит от диска, сегмента, от множества факторов, от длины продолки, которую цепляет сегмент. Но факт остается фактом. Проще отступить в сторону. Нема слов просто. Серега, а в тебе є слова? Нема.
Второй день начался со сверловки и с выталкиванием этих двух кубиков. Вытолкнуть их проблемы не составило никакой. Справились ребята на отлично. Итого на решение этой задачи вырезать один дверной проем в 400 мм монолите ушло 1,5 дня. Но я не об этом хотел вам рассказать. Самое интересное было потом. Во-первых, действительно, вывалив этот дверной проем, мы увидели опалубку, похороненную просто, со всех сторон залитую монолитом, и теперь ее можно было разобрать. А во-вторых, мы попали, можно сказать, в тайную комнату, в которую без нас не попал бы никто. Берете сюди, права на цю, ногами впирається і толкається. Оп! Отак, шановні глядачі, буквально 15 хвилин і цей отвір було вирізано і розібрано. 15-20 хвилин, не більше. І вчора день. Но и это было не самое интересное. Самое интересное было вопрос, а где же второй дверной проем? А второй дверной проем был практически напротив первого, но на пару метров выше. Віталя, що було в тій кімнаті? Даже без поняття. Наверно, золото, але його винесли до нас. По-любому. Зря такі двері вирізали. Як завжди. Как вы думаете, что будет, когда мы вырежем второй дверной проем? В какую комнату мы попадем и что будет в ней? Напишите в комментариях. И об этом мы вам обязательно расскажем в следующем видео. Подписывайтесь на канал, смотрите нас. Пока.